Ну как видок вам? Лиссабон – один из старейших городов на всей земле. Именно в честь его Заварной крем. О, обожрался. Элевадор де Санта-Жушта. Пойду-ка я отсюда. Давайте наслаждаться видами. Так, стоп. Это просто брак по звуку, без паники. Первый блинком, ребят. Сейчас все исправлю. Спокойно. Поехали. Ну, привет вам. С вами Арман, это я, и Себяч, то, что вы сейчас смотрите. Что такое Себяч? Себяч – это фотографировать самого себя. Известное всем нам слово селфи. Я его решил просто русифицировать. Расскажу о цель моего блога. Блог представляет из себя путешествие. И чтобы не ломать голову, где селфиться, я решил посещать объекты ЮНЕСКО и фотографироваться на их фоне. А что такое объекты ЮНЕСКО, я вам сейчас расскажу. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО – это те объекты, которые одноименная международная организация, то есть ЮНЕСКО, внесла в свой список, для того, чтобы сохранить их не только от вандалов, но и от времени. А эти объекты вполне себе узнаваемы и являются зачастую визитной карточкой той или иной страны. Именно поэтому в этом блоге я буду рассказывать о них. И не только рассказывать, но и фотографироваться, то есть делать себячи на их фоне. Ну как видок вам? Видок этот находится на самом краю Евразийского континента. Мы находимся с вами в стране Португалия. Почему было решено сделать первый выпуск с Португалии? Потому что Португалия – страна мореплавателей, первооткрывателей и путешественников. Из этой страны уплывали такие личности, как Васко да Гама. Ну, если вы не знаете, почитайте, кто это такой. Америку Веспуччи. Кстати, по имени последнего было названо целых 2 континента – Северная и Южная Америка. И эти товарищи, отплывая от вот этих неприветливых скалистых берегов, они, даже если не являлись португальцами, покоряли весь мир. Благодаря им была открыта Америка, благодаря им была открыта Индия. И эта страна, ну я имею в виду Португалия, была самой первой колонизаторской страной во всем мире. Место, где мы сейчас с вами находимся, называется мыс Рока. А вот эта стела символизирует именно ту финальную точку, о которой я говорил. Ну, финальную точку Евразийского континента. Португалия, конечно, знаменита своими странными погодными явлениями, как сказать. Вот только что мы были наверху на мысе Рока, сейчас мы внизу спустились на пляж. Ребят, погода, вот перепад происходит очень резкий, плюс ко всему происходит перепад прилива. Сейчас у нас прилив, как вы видите, и я уже весь мокрый. Думаю, я сейчас сниму куртку, потому что нереально жарко. И во всей Португалии на самом деле так. То есть с погодой не угадаешь. На самом деле надо быть готовыми ко всем случаям жизни. Ну, имеется в виду погодным условиям. Ну так вот, расскажу еще вам про Португалию. Португалия находится на Пиренейском полуострове полностью. Население всей Португалии, внимание, 11 миллионов человек. В одной Москве 12,5, и то по официальным данным. Но мы же знаем, как могут разниться официальные данные. Я вам рассказал прям очевидные вещи про Португалию. Те, которые, в принципе, можно вычитать в чудесной Википедии. Но, что я вам расскажу еще? Вы узнаете, если будете следить за моим блогом. А рассказывать я буду про объекты ЮНЕСКО. И не только рассказывать, но и показывать их. А также делать себячи на их фоне. Пляж, конечно, умопомрачительный. Океанские волны, которые разбиваются о скалы, ну это что-то с чем-то. Надеюсь, вы запомнили геолокацию. Пляж называется Урса. Находится он недалеко от мыса Рока. А мы сейчас с вами переносимся в столицу Португалии. Agendas nosso amor pra quando o verão chegar. Faz o verão chegar. Eu quero te mostrar. Так вот, находимся мы сейчас в Лиссабоне.
А сам Лиссабон находится, как я уже и говорил, на краю Европы. Лиссабон – один из старейших городов на всей земле. Первое упоминание об этом городе было в 205 году до нашей эры. На самом деле, первый раз, когда я увидел вот этот водоем, я подумал, что это и есть уже океан. Но нет, это река Тежу. Именно эта река Тежу, сделала Лиссабон, ну и, соответственно, всю Португалию самым туристическим местом на всей планете, причем с давнишних времен. Ну, раньше, конечно, посетители этого города и этой страны назывались не туристы, а мореплаватели и купцы, но все же Лиссабон никогда не страдал от нехватки туристов. Вот он, оккупированный туристами район Байша. Исторический центр Лиссабона. Почему он внесен в список объектов ЮНЕСКО? Рассказываю. В 1755 году на этой улице произошло грандиозное землетрясение. Вся эта улица и весь район был стерт с лица земли. Но было решено восстановить эту улицу, так как центр города и все дела. И средневековая улица была восстановлена товарищем, которого звали маркиз Помбола, если я не ошибаюсь. Этот товарищ взялся за эту работу очень с такой самоотдачей и выстроил весь район за очень короткий срок. Все дома на этой улице выдержаны в едином стиле. Именно поэтому этот район внесен в список ЮНЕСКО. Но еще есть причина, по которой эта улица попала в этот предварительный список. История в том, что после этого адского землетрясения вся улица была спроектирована таким образом, что в конструкции каждого дома учитывалась сейсмическая активность этого региона. То есть это первая улица и первый район в мире, который был построен с учетом сейсмоактивности района. Пойдемте дальше. Вот оно, не менее популярное среди туристов сооружение, которое тоже входит в историческую часть Лиссабона и тоже входит в предварительный список ЮНЕСКО. Называется это непонятное для вас сооружение башня Санта-Жушта, а местные называют Elevador de Santa Justa. Элевадор – лифт, то есть вот эта башня – это лифт. Построена она была на рубеже 19 и 20 веков, а построил ее ученик некого товарища Эйфеля. Ну, вы знаете такого, который построил башню в центре Парижа и назвал ее своим именем. Но ученик обошел своего сенсея. Чем? Объясню. По сравнению с Эйфелевой башней, вот это сооружение, оно мегафункционально, потому что оно соединяет два района города. Байша, вот этот район нижний, который был разрушен и так далее и тому подобное, и верхний район. То есть это сооружение входит в транспортную систему города. Но ни одного туриста ни разу не останавливает тот факт, что этот лифт построен для местных жителей, чтобы они курсировали между своими районами в своем родном городе, а не вы, люди, приезжающие из разных стран и стоящие, а некоторые даже сидящие в этих бесконечных очередях. Ну прекращайте, ребят, ну сколько можно уже? Пойду-ка я отсюда, потому что не сильно хочется стоять в очереди, платить за это деньги, чтобы подняться в следующий район, в район, который выше. Я предлагаю вам вместе со мной пойти дальше, чтобы я вам показал еще одну часть транспортной системы потрясающего города. Вот он, самый популярный трамвай, 28-й маршрут. Популярен он тем, потому что останавливается у всех мест туристических, злачных местечек. И поэтому оккупировали его туристы. Местные жители практически в нем не катаются. И придает всему этому аутентичность сам трамвайчик. Они все старые, трясутся, гремят. Получаешь прям неизгладимые впечатления. Давайте наслаждаться видами, хватит уже. Поездка на данном разваливающемся, дребезжащем, но вполне себе аутентичном трамвайчике стоит 2 евро 90 центов. Ну, проехав 2-3 остановки, вы понимаете, что в принципе могли бы обойтись и без этой поездки.
Но вы же турист. Ради галочки нужно сесть и прокатиться, чтобы потом перед друзьями похвастаться, что вы катались в трамвае 28-го маршрута. Да и тем более 2 евро 90 центов не такой уж и обдиралово. Прилично нагуляв себе аппетит, я решил где-то перекусить. Ну и как водится, если ты находишься в другой стране, то надо попробовать блюдо местной кухни, какое бы оно ни было. Я ушел, конечно же, из этого туристического ада, пришел в менее популярную кафешку, чтобы рассказать вам про паштель де Белем. Их упаковали в такую коробочку красивую. Сейчас я вам покажу вообще, что это и как это едят в Лазии. Вот они, красоточки. Вот так выглядит эта пироженка. Кстати, придумали эти пироженки в 18 веке в монастыре Жеронимуш. В те времена яичный белок использовался для накрахмаливания одежды, чтобы одежда была такой все чистой, красивой, белой. Они ее накрахмаливали белком яичным, а желтки использовали в крем. Крем получился заварной, вкусный. Ну вот. На самом деле, изготовляется он по старинному рецепту, и поэтому можно ощутить вкус Португалии. В дальнейшем монастырь Жероним уже закрылся. Ну и для того, чтобы выживать, бедные монахи решили продать последнее все, что имели. Будьте здоровы. Они продали рецепт приготовления паштель де ната. Продали они этот рецепт сахарной фабрике, которая располагалась неподалеку. Именно в этой сахарной фабрике сейчас располагается паштель де Белем. А паштель де ната называется эта штука, паштель де Белем называется то место, где я их приобрел. Есть связь между паштель де натой, монастырем Жеронимуш, о котором я позже расскажу, и башней Белем, о которой я еще позже расскажу. И это все неспроста, потому что монастырь Жеронимуш и башня Белем входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так-то. А теперь про вкус. Значит, получается, как я и говорил, это заварной крем, и это соленое, даже не соленое, а подсоленное тесто. И сочетание сладкого и соленого потрясающе. А еще этот хруст. Сказал, ну, я вам скажу, что это довольно-таки калорийно, так что много этого есть не советую. А если завтракать этим, то вполне самое оно. Продержитесь до половины дня точно. Ну, стоит оно евро 10, но это как бы зависит от туристического места и от, так сказать, раскрученного названия. В супермаркете вы обычно вы можете купить за 1,5 евро там 6 или 4 штучки, это точно. Покупал, знаю. Заварной крем. О, я не знаю, как дальше снимать. Обожрался. Ладно, пойду вам дальше рассказывать. Как вы понимаете, у португальцев всегда было все в порядке со вкусом. Португальцы любят вкусы, разные вкусы. И вот этот замок прямое свидетельство этому. Почему? Объясню. Потому что этот замок был построен на средства, которые были получены с продажи специй, которые были привезены из Индии. А кто привозил специи из Индии? Правильно, мореплаватели, первооткрыватели. А главный товарищ, которого звали Васко да Гама. Именно благодаря ему, то есть Васко да Гаме, в 1495 году было построено вот это сооружение. Сооружение называется монастырь Иероменитов, или как его называют местные, замок Жеронимуш. Делаем семечки, идем дальше. Lisboa adormeceu, já se acenderam 1000 velas nos altares das colinas. Guitarras pouco a pouco emudeceram. Башня Белем тоже входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И даже посмотрите, по стилистике она походит на замок Иероменитов. Потому что она тоже была построена на средства, которые были выручены от продажи всяких специй вкусных, привезенных из Индии. Что еще хотел сказать? В этой потрясающей красивой башне было множество применений. Она использовалась как оружейная палата, она использовалась как казна, она использовалась как тюрьма, она использовалась как штаб-квартира капитана порта, который взимал плату с тех кораблей, которые приплывали в этот порт, в порт Лиссабона, дабы продать все товары, которые были привезены из заморских стран. И,
И как показала история, португальцы были предприимчивы всегда. И даже сейчас, спустя столько лет, данная башня приносит казне города вполне ощутимый доход. Потому что всегда есть кто? Правильно, туристы. Честное слово, рассказывал и рассказывал бы. Ну, извините, надо двигаться дальше, потому что объектов ЮНЕСКО на всей планете очень много. Значит, с вас подписка, с вас нажатие на колокольчик, чтобы, соответственно, посмотреть следующий выпуск. А с меня очередной Себяч. И еще, развлекайтесь и развивайтесь, как это делаю я. Come with me.